Доброе утро. Первым делом в последнее время мне очень нравится узнать, как там дела у моей рассады. Неспешно пройтись, посмотреть, как она растет, видеть прогресс. Вообще это такое ощущение счастья дарит. Ту часть рассады, которую пора поливать, я все так же бережно из дозатора аккуратно поливаю по краю, не задевая ствол. Это по-прежнему важно. В этой части у меня, на этом отапливаемом и освещенном лампой досвечивания подоконнике, цветочная рассада, виола, петунии, немного львиного зева, прекрасная бакопа. Здесь у нас тоже маленькая петуния пурпурная, очень красивая. Здесь петуния только-только развивается. Посажено все в несколько этапов. Здесь тоже петуния синяя, махровая. Садовая земляничка. Ура, у меня получилось ее вырастить. Надеюсь, все будет прекрасно с рассадой и она окрепнет. Дихондра, малышка, вот такая огромная. Здесь два сорта львиного зева из собственно собранных семян в прошлом сезоне. Так, что у нас здесь? Бакопа прекрасная и иустома. Иустома прекрасно развивается. Все три семечка, которые были в пачке, зашли. Это прекрасный результат. Так, ну а здесь у нас алисум. Что-то немножко он страдает. Наверное, не знаю, что тебе хочется. Может быть, пересадки уже? Ларгонию из семян выращивала. Встала в росте, видимо, пора ее пересаживать, рассаживать, потому что здесь, по-моему, два или три саженца. А здесь у меня с дихондрой эксперимент под обычной лампой и специальный для рассады. Эксперимент показал, что от обычной 75-вольтовой лампы развитие дихондры идет лучше, чем под полноспектровой рассадной лампой. Посажены они были в одно время. Вот винограду некомфортно, не могу понять, что делаю не так. Торф, биогумус, разрыхлители, полив без залива, свет рассеянный, температура 23-25. Но что ему не так? Я поняла, в чем причина угнетения моих прекрасных виноградиков. Вот он, прозрачный червь, который поедает корневую систему. Вот он, прекрасный красавчик. Так, я уже всем там обработала. И тех, кого вижу, вот просто достаю. На подоконнике в мини-тепличках овощи. Перец, баклажан, томаты. Такие теплички создают собственный микроклимат, помогают реже поливать растения и не бояться, что сухой воздух погубит нежные листочки. Там через такую тепличку никакие мошки туда не проникнут. Итак, что у нас здесь? Здесь цветы. Это тыква на палочке. Здесь эксперимент 2 баклажана. Интересно, как им будет в компании лучше расти, развиваться, либо поодиночке. Здесь обычный баклажан. У нас, да, один проклюнулся. Далее в тепличках у меня астры и георгины. А там дельфиниум, тот, что справа собственной сборки в прошлом сезоне из семян. И слева оливковый красный. На этом подоконнике у меня тоже перец. Здесь тыква на палочке. Артишок. Здесь хризантелла. Ну, вот что-то всходит. Собственно, сборные львиный зев
И львиный зев гномы, 2 сорта. Здесь у меня прекрасный сельдерей черешковый, петуния, шизантус, петуния, собственно, сборная, виола, немного статицы и виола, и еще виола. В общем, виола, у меня очень много анютиных глазок. Ларкия себя прекрасно чувствует вот в такой тепличке. Здесь у меня снова перчики, баклажан, ливкой зашел. Ух ты, гадеция, парочку дружочков у нас. И здесь дельфиниум, это уже покупной из семян. Здесь в тепличках у меня на проращивании балконный томат, посмотрим. Здесь все обработано фитоспорином. Так, ну что ж, пока ребятки не хотят у нас. Не хотят расти. Все прошли, все посмотрели. Пора умываться. У меня продолжает быть в фаворитах моя пенка для умывания на основе мыльных орехов. Это мягкий паф, не стягивает кожу. Такое приятное по ощущениям. Прекрасно очищает за счет своих природных сапонинов. Я когда наношу ее, параллельно потом делаю массаж. Пока у меня эта пеночка работает, массирую лицо. Такой легкий лимфодренажный массаж. Чистим зубки и вперед. Сейчас я повторяю свой осенний курс антикуперозного ухода за лицом. Это увлажняющий крем с витамином С, с гинко, активными компонентами, укрепляющими сосуды, выравнивающими тон лица. Уже на апрель я сделаю себе антибактериальный уход солнцезащитным фильтром обязательно, потому что в демисезонный период они максимально сейчас будут проявляться. Плюс в составе у меня будет 42-факторная защита от рака кожи, PPD-фактор. Все, пора ускоряться. Так, сейчас пьем водичку, запускаем лимфу, метаболизм и на коврик. Сейчас у меня 46-дневная программа пилатеса по 20-25 минут. Носить макияж в последнее время вообще не хочется. Как-то нет настроения. Но красоты внести все-таки хочется. Посмотрите на то, как радуются весне и солнышку фиалки, подкормленные витаминчиками и глюкозой. Такое обильное цветение после подкормки, которую вношу раз в месяц.